Визуал, кинестетик, аудиал, дигитал – что это за набор терминов? Подписывайтесь на мой канал, и в этом видео я расскажу, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию, и как разница восприятия влияет на наше общение. Мы воспринимаем мир органами чувств. Человек получает информацию с помощью глаз, которые позволяют видеть, ушей слышать, язык ощущает вкус, нос чувствует запах, а кожей мы осязаем. Способов обработки информации выделяют 4. Визуальный – обработка зрительной информации. Кинестетический – обработка чувственной информации, это тактильное ощущение, дотрагивание и внутреннее ощущение от органов, вкус и запах. Аудиальный способ – это про звуки и тон голоса, дигитальный или внутренний диалог. Обычно человек более ориентирован на одну из систем, в которой он проводит больше времени. Она запускает его мышление. Этот способ восприятия для человека более важен, чем остальные. Коротко мы называем аудиал, визуал, дигитал и кинестетик. Для визуалов важно, чтобы было красиво. Они даже готовы надеть что-то эффектное, хорошенькое, яркое, но неудобное. Это не означает, что у них обязательно неудобная одежда, просто внешний вид для них важнее. И вы вряд ли увидите его в грязной, измятой одежде, он это делает не из соображений приличия, а по требованию эстетики. Визуалы – хорошие рассказчики, они могут представить себе картину и описать ее. Вообще визуальная система весьма удачна для придумывания и мечтаний. Для визуалов зрение и слух – это одна система. Если они не видят, то как бы и не слышат. Например, девушка говорит подруге: «Послушай, какая музыка!» Она поворачивается и смотрит на музыкальный центр. Если визуалы что-то объясняют, желательно одновременно показывать графики, таблицы, рисунки или картинки. В крайнем случае покажите руками, какого это размера и где расположено. Они и сами, когда рассказывают, жестикулируют и руками показывают, где расположены объекты и в каком направлении. Кинестетики – это люди действия, и им необходимо двигаться, бегать, трогать, пробовать и нюхать. Это их способ восприятия мира, они по-другому просто ничего не понимают. Кстати, все глаголы действия обычно относятся к кинестетике: бегать, ходить, дергать, катать, бить, размахивать. В пример для лучшего понимания расскажу типичную проблемную ситуацию. Муж кинестетик, жена визуал. Муж пришел с работы, устал и пытается обнять жену. Жена устала тоже, объятия вводят ее в легкий стресс, так как визуалы прикосновения особо не любят. Муж чувствует ее реакцию, а также впадает в стресс. А чтобы уладить недоразумение, он пытается обнять жену еще сильнее. Это само собой усиливает ее стресс, заканчивается все, естественно, скандалом. Причем оба обычно совершенно не осознают его причин. Просто вдруг они начинают сердиться друг на друга, считая другого причиной всего этого безобразия. При этом кинестетики тяжело могут переносить стресс и дискомфортные ситуации. Они же все эти переживания чувствуют и в них погружаются. Аудиалы живут в разговоре, звуках, мелодиях и ритмах. Они только ищут, что повод поговорить. Для них нет риторических вопросов. Если вы спросите, как жизнь, они вам честно начнут рассказывать, как жизнь. При этом они могут не особенно упирать на аудиальные слова, а пользоваться визуальными, кинестетическими, зато в очень большом количестве. Дигиталы – это весьма своеобразный тип людей, восприятие которых основано на логике. Они более ориентированы на смысл, содержание, важность и функциональность. Например, дигитал скажет: «Я полюбил чеснок после того, как узнал, какой он полезный». Дигиталы кажутся хладнокровными и неэмоциональными личностями, ведь всегда себя контролируют и не показывают переживаний. Общаться предпочитают только на конкретные темы. Пустая болтовня их утомляет и не интересует. Это совершенно особый способ восприятия мира, его представления, осмысления. Еще один небольшой пример.
Представьте, вы пришли в ресторан, там множество красивых и ароматных блюд, вы садитесь за столик, берете меню, внимательно его прочитываете и выбираете не то, что кажется вкусным, приятным, красивым, а то, что содержит лучшие пропорции питательных веществ, меньше вредных добавок и точно вам подходит по калориям. Кинестетик запоминает все телом и мышцами. У тела есть своя память. Этот способ весьма эффективен, чтобы научиться ездить на велосипеде или плавать, но для запоминания способа решения интеграла или номера телефона может быть весьма неудобен. Для того, чтобы запомнить номер телефона, кинестетик должен его написать собственноручно. Аудиал произнести, визуал уже достаточно запомнить, как он выглядит. Визуал любит информацию в виде графиков, таблиц, фильмов, ему нужно на что-то смотреть. При этом он способен видеть весь лист. Аудиалу обычно надо все это проговорить внутри себя. Кинестетику нужно щупать, делать и двигаться. Он тут же начинает выяснять, а как конкретно что-то сделать и на что нужно нажать, чтобы эта штука бренькнула или желательно все в его руках. Визуал же скорее попросит показать, как это делается, а аудиал рассказать подробнее. Дигитал в первую очередь попросит показать инструкции и сначала чрезвычайно подробно их изучит. На практике это можно применить следующим образом. Например, вы продаете пылесос или швейную машинку. Визуалу дайте красочный проспект с рисунками и фотографиями. Покажите прибор и отметьте, как приятен он для глаза, какое соотношение цветов. Кинестетику всуньте в руку эту швейную машину, объясните, на что нужно нажимать и что крутить, и пусть он сам попробует, как это удобно. Аудиалу желательно долго рассказывать о чем угодно, но только не монотонным, а выразительным голосом, выделяя важные моменты интонации и упирая на бесшумность, мелодичность издаваемых звуков. Дигиталу покажите документы, технические характеристики, желательно на бумажке с большим количеством цифр и печатей. И говорите только по делу о функциональности и полезности данного прибора. Визуалов и кинестетиков больше, чем аудиалов и дигиталов. Конечно, мы используем все способы восприятия и обработки информации. Разделение основано на преобладающей системе. Напишите мне в комментариях, к какому типу вы себя относитесь. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! С вами была Олеся Суворова.